Давайте сейчас очень громко встретим. Мой хороший друг Алексей Квашонкин. Привет, ребят, спасибо большое, спасибо огромное. Начнем с абстрактной шуточки, чисто чтобы проверить, насколько вы уже все готовы. Знаете, мне когда было 18 лет, я прочитал статью, что член растет у мужчин, ну, можно было не уточнить, что у мужчин, короче, член растет до 23 лет. Ну, и мне 18, я такой, заебись. Ну, типа, что, время есть, успеется вообще, не паримся. А потом мне было 22 года, и я нашел статью, что член растет до 28 лет. Ну и сами понимаете, я такой, вообще проехали, вообще расслабились. Сейчас мне 29, вот. Но я вам клянусь, несколько дней назад мне говорит друг: Лёх, зацени, статья. Оказывается, член растет у мужчин до 33 лет. И я, ребят, правда не знаю, правда это или нет. Если правда, то куда катится ситуация с членами в России? Ну, знаете, вполне возможно, просто автор статей мой ровесник и до сих пор на что-то рассчитывает. Ищет общий язык с женой. Но я просто сидел и думал, слушайте, на это же деньги выделяют, на эти исследования. Нахрена вообще изучать, до скольки растет член? Как можно использовать эту информацию? Ну серьезно, то есть ты делаешь только хуже, ты наоборот держишь людей в напряжении. Ты пишешь до 28, 27-летние нервничают, до 23, 22-летние нервничают. Потому что складывается впечатление вот этого вонючего дедлайна из института, знаете? Ну типа член растет до 28, до 28 осталась неделя, у тебя в члене еще конь не валялся вообще, ты даже не приступал. Ну, естественно, в последнюю ночь что-то там стараешься на скорую руку успеть, все доделать, что нервничаешь, друзей обзваниваешь там. Ты, естественно, ни хера не успеваешь, на следующий день расстроен, идешь в деканат. Ну и хорошо, хоть в деканате добрые люди, которые такие: ладно, видим, парень ты хороший, жизнь тебя ломать не хочется. Член растет до 33, договорились. Обидно, знаете, просто я вот когда думаю, чем люди занимаются в целом. Я так мало в последнее время вообще профессионалов находил, хоть в каком-то деле. Я последний раз видел сантехника, мне так понравился сантехник. У меня, знаете, недавно дома туалет сломался. Не знаю, было ли у кого-нибудь такое, когда из унитаза начинает все подниматься наружу, просто литься. Было? Вот я много лет смывал, и там с другой стороны человек заебался и начал смывать мне в обратную сторону. И оно просто льется, растекается, и непонятно, как останавливать это. Я знаете, как вышел из ситуации, я просто закрыл дверь в ванную, вот, я остался снаружи стоять. Но мне так сантехник понравился, такой мужик, он, короче, зашел сразу в ванну без разговоров. Я с ними пошел, я в курсе, что там происходит, я стою, нервничаю. И слышу голос его моментально, он зашел такой: ну да, блядь, да. Короче, братан, 5000 будет стоить. Ну, я, естественно, из-за двери такой: нихера себе, 5000, а что так дорого? И он поворачивается, смотрит мне в глаза и говорит: в смысле дорого, братан? Я ведь сейчас рукой туда полезу. И я стою, смотрю на него и думаю: да бля, вообще нормальная цена 5000, да? Даже дешево ведь. Он с таким аргументом мог любую цену говорить, правильно? Он мог сказать: это будет стоить все твои деньги. Я без проблем, вот все мои денежки. А потому что каким вообще аргументом можно сильнее набить цену на свою работу, чем я сейчас рукой в дерьмо полезу? Ну серьезно. Я понимаю, он мог сказать: я сейчас член туда макну. Да, конечно. Но это бы, знаете, уже никак не подчеркивало его профессионализм. Это просто абсолютно с другой бы стороны характеризовало человека. Как будто с него можно взять 5000 за то, что он макнет туда член. Возможно, попросит пописать на него. Ну, понимаете, другого рода человек. Меня в этом плане больше всего милиция пугает, честно. Мы в этом году ездили с другом с моим, с Идраком. Он кавказец, это не главная его характеристика, но так уж сложилось. Короче, мы с ним когда приехали в Москву, мы вышли с вокзала, и он мне говорит: Лех, прикинь, меня в России всегда на всех вокзалах всегда обыскивают. А тут я с тобой, и меня за 12 городов ни разу не обыскали. И я подумал, действительно ведь странная какая-то херня. Ну то есть, неужели менты стоят, смотрят, как мы идем вдвоем и думают: ну, наверняка русский обыскал кавказца, прежде чем с ним дружить. Ну, кто же будет дружить с необысканным кавказцем, ребят, в своем уме?
И я как бы не берусь от лица кавказцев говорить, но даже меня это напрягает. Ну, то есть это, если это в 12 городах так, значит, правильно я понимаю, что это их так учат? Типа, видишь, кавказца обыщи, если с русским, бог с ним, можно не обыскивать. Ну, если это такая юридическая система, то правильно я понимаю, что для ментов как бы я ответственный за кавказца, который рядом со мной идет. Ну, если мне найдут наркотики, посадят меня, потому что наркотики нашли у моего кавказца, который был в моей юрисдикции на данный момент, знаете. Не, я понимаю, ментом тоже не очень приятно быть в России. И вот последний раз, знаете, столкнулся опять. Кальяны запретили. Знаете все, что запретили кальяны? Вы даже не знаете, что их запретили, прикиньте. Потому что запретили кальяны, и на следующий день ты идешь по городу, и все курят кальяны. Знаете, как это устроено? Теперь это не кальяны. Теперь это паровые коктейли. И вот я думаю, как нужно закон писать, каким языком, чтобы люди реально делали? Надо что-то писать. Нельзя никакие такие высокие стеклянные хуевины брать, совать в них ничего и ртом своим ебаным тянуть, понятно? И ты все равно будешь приходить в кальянные, и там сидят эти люди и такие, а что, мы не ртом, правильно? Мы же не ртом. Технически это анальный секс, уходите отсюда. И так во всем ведь. Помните, когда алкоголь запретили? Моментально эти парни, как они, алкозажигалка? Они, кстати, не платят мне, я просто вспоминаю. Алкозажигалка, помните, типа, алкоголь покупать нельзя, но можно купить зажигалку за охуеть какие огромные деньги. Ну, за столько, сколько стоит весь твой алкоголь. А алкоголь как бы весь в подарок. Зажигалки-то можно продавать? И меня всегда удивляло, что менты в этот момент стоят рядом и такие, бля, нихуя не понял, что произошло. Бля. Бабки у этого теперь алкоголь. В следующий раз повнимательнее надо следить. Я, знаете, раньше вообще о таких вещах не задумывался. Но у меня сейчас немножко другой период жизни начинается. Я уже год как женат. Похлопайте, кто женат. Не густо. Не выглядит как охуенная идея, когда спрашиваешь у людей, знаете, в зале. Ничего, ребят, не расстраивайтесь. Будем надеяться с женами, типа как с биткоинами, знаете. Мало у кого они есть, но скоро они как ебанут в цене. Мы продадим своих, накупим кучу альтернативных жен, которые быстро растут. Ладно, я не очень знаю, как это работает, но что-нибудь придумаем. Короче, год назад женился, и, как сейчас понимаю, конечно, не по своей идее. Ну, правда, это жена делает так, что ты захотел жениться. Это, знаете, как это происходит? Просто с помощью слова «еще». Ну, типа, она не говорит, почему ты не сделал мне предложение. Она сразу же с первого раза говорит, почему ты еще не сделал мне предложение. Ну, чтобы у тебя было ощущение, что ты уже давно должен был сделать предложение. И, как всегда, проебался, Леш. Потому что дерьмовый человек. Вот почему. Это очень просто. Ты просто с утра встаешь, и тебе сразу навстречу выходит жена и говорит, дорогой, вот смотри, я сегодня с утра уже вынесла посуду. Блять. Забейте. Не обращайте внимания, не забейте, все. Моя просто ебнутая недавно посуду все вынесла, я решил вам рассказать. Мусор помыла и хуй с ним, правда? Какая разница? Все, в жопу уже эту шутку. Поехали дальше. Но я на самом деле рад, что женился. Я так понял, что, ну, типа, женщине в какой-то момент нужно жениться. Я заметил, что последний год до свадьбы, когда мы уже 4 года были вместе, у меня жена, знаете, начала себя вести, ну, типа как лейтенант Коломбо. Помните? Помните лейтенанта Коломбо? Ну, то есть она что-то ходит, выглядывает отовсюду. Вопросы какие-то странные задает, казалось бы, которые не относятся к делу на первый взгляд. Единственное отличие в том, что, знаете, лейтенант Коломбо, он как бы прикидывался дурачком. Вот. Мы на полном серьезе все это. Она, знаете, даже не лейтенант Коломбо, она скорее такой Шерлок Холмс, который за какое бы дело ни взялся, всегда виноват доктор Ватсон. Вот. Единственный человек, который все это время был рядом, вот кто виноват. Ну и на самом деле, смотрите, женился, взял ипотеку. Какой следующий логический шаг? Правильно, самоубийство. Все верно. Да, я, конечно, тоже про детей. Ох, не знаю, для меня это оказалась какая-то невероятно сложная тема.
Ну, знаете, с мелочей давайте начнем. Недавно с подругой жены разговаривал, стоит ли крестить детей. И она мне сказала такую фразу, у нее 3 детей, поэтому я с ней общался, и она мне сказала такую фразу. Слушай, мне, конечно, все говорили, что детей крестить не надо, потому что мы мусульмане. И она мне говорит, мне, конечно, все говорили, что детей крестить не надо, потому что, они вырастут и сами решат, верят они в Бога или нет, и в какого Бога они верят. Но, знаешь, я всех своих 3 крестила, потому что я по гороскопу Овен, меня не переубедишь. Вот, я очень упрямая. Я, конечно, как и вы, потом сидел и думал, как это интересно, у человека внутри ужились близнецы и Иисус, такой православный нумеролог, знаете. Для меня странно, потому что для меня это прям логический конфликт. Я вот думаю, если человек верит и в Бога, и в гороскопы, значит, правильно я понимаю, что гороскопы придумал Бог, да? Он же все придумал. То есть он сделал там земля, трава, леса, животные, и в конце такой, что бы еще сюда такого... Придумал, отлично. Иисус, иди сюда, смотри, что придумал. Смотри, гороскопы будет называться. Не знаю почему. Идея такая. Люди, в зависимости от того, кто в какой месяц родился, они все будут как бы разные всякие животные. Бля, бать, животные? Серьезно? Там животные всякие, знаешь, там профессии, может, приборы измерительные. Забей хуй, что ты доебался вообще? Дай идею. Сейчас. Нет. Всякие штуки будут. Сбил. Такая вот идея. Как тебе? Как тебе? Я такой, слушай, батя, я не понимаю, зачем это все. То есть, какой смысл? Вот это ебаная шутка, что Сергей Дева, да? Вот это вот. Ты же обещал, что трясогузки будут последней ебаной шуткой, которую мы оставляем. Зачем еще городишь сюда? И Бог такой, знаешь что, Иисус, с тобой невозможно разговаривать, потому что ты козерог. Ты упрямый, и абсолютно невозможно с тобой разговаривать. И меня так сейчас пугает, я раньше, когда был мелкий, я был уверен, что я точно знаю, чему учить ребенка. Знаю, что хорошо, что плохо. Меня вообще пугает наличие, вы знаете, сама возможность, что у тебя появится сын, это какая-то невероятная ответственность, именно сын. Потому что, вот парни, не дайте соврать, мне кажется, любой мужик хоть раз в детстве был, на волосок от смерти где-то. Либо упал со штырем рядом, или, не знаю, кормил собак, странно. Но вы понимаете, какая-то ситуация, вот у каждого друга моего, оглядываясь в прошлое, и я сейчас понимаю, что если у тебя есть сын, и он ушел днем гулять, то это как бы сын Шрёдингера, знаете? Он одновременно жив и мертв, ты узнаешь вечером результат. А его учить надо. Вот прикиньте, у тебя родился сын, он задает вопросы. Он такой, ему надо сказать, например, если тебя обижают, бей первый. А если вдруг что? Девочек бить нельзя. И он такой, погоди, а если меня обижают девочки? Я такой, хуй знает, вообще никто не знает. Что делать? Терпеть можно. Можно перемещаться быстрее, чем девочка. Быстро перемещайся. Не знаю. Или прикиньте, в какой-то момент сын спросит тебя, а в чем смысл жизни? И ты не можешь сказать ему то, что ты думаешь к 30. Ты должен сказать ему что-то, после чего у него останется желание жить, продолжать свой день. Прикиньте, у вас сын уходит в школу, и ты ему с утра такой, пап, в чем смысл жизни? И ты такой, а знаешь что, сынок? А по-моему, никакого смысла нет. По-моему, это просто злая и ебаная шутка. Ладно, хорошего дня в школе. Увидимся. Давай. Нахуя в окно? Понимаете. Мне кажется, нет смысла беречь ребенка от всего, чего хочется его уберечь. Я недавно видел такую ситуацию странную. В торговом центре девочка стоит, вся, неважно, ревет, в пятнах, красная, и орет. Ей мама платье приносит, и она ей орет. А девочка, знаете, лет 12-14. Такой самый ублюдский возраст вообще, который... правда, мне кажется, хуже только после 85. Это... 12-14, ты никому не нужен, воняешь, всех бесишь, и я не понимаю вообще зачем. И она плачет и орет маме, какая разница, какое платье, я все равно с этими прыщами, как уродка.
А знаете, что ей мама говорит? Она говорит ей: с какими прыщами? Ты про какие прыщи? Ничего же не видно. Ничего же вообще не видно. А чтобы вы понимали, как выглядит девочка, играли в Fallout? Кто-нибудь играл в Fallout? Да? И нельзя говорить ребенку, что все нормально. Она же придет в школу, там не будут делать дети вид, что все нормально. Они будут каждую перемену играть в охоту на гулей, там, ну, что, какие-то соответствующие вещи. Я понимаю, что не надо прессовать ребенка, не надо ей говорить: я все равно с прыщами как уродка, и ты такой: слушай, дорогая, а ты думаешь, почему собаки только на тебя рычат на улице? Заметила, что из всех твоих одноклассников зеркала дома только у нас завешены? Ты... Как дед умер, мы зацепились за это, так и оставили уже от греха подальше. Я только сейчас, к 30 годам, начал понимать, насколько иногда какие-то мелкие, незначительные моменты из детства оказывают на тебя большое влияние в будущем. Я вот, например, недавно разговаривал с другом, и он у меня спросил, кем я хотел быть в детстве. Ты кем хотел быть в детстве? Никем? Ну и как получилось? Отлично. Приятно. Приятно видеть счастливые истории. Правильно. А ты помнишь, кем ты хотел в детстве стать? Кем? Бэтменом? Реально Бэтменом? И как? Ты бы не рассказал. Ты бы не рассказал, если у тебя получилось. Ну ладно, погоди, а кем ты сейчас работаешь? Дай угадаю. Ты управляющий огромной многомиллионной компанией. Ну, короче, извините, наткнулся на Брюса. Для меня это самого неожиданно было. Друг спрашивает, кем ты хотел стать в детстве? И я, не задумываясь, вспоминаю самый нежный возраст, когда еще в Деда Мороза веришь, и говорю ему: пиратом. Ну, я так в дневнике написал в детстве: я пиратом хочу быть. И он такой, типа, людей убивать, Лех? И я такой: да нет, ты что, я нормально воспитан, я хороший человек, я бы был такой пират, который людей не убивает, нормальный пират. И он такой: в смысле, бля, а как бы ты тогда грабил? Как бы ты грабил, если ты не убиваешь? И я такой: в смысле, так... Да я, блядь, нормально зарабатываю. Я бы не грабил, я был бы такой пират, который не грабит, не убивает. И он такой: а в чем бы тогда вообще заключалось, что ты пират, Лех? И я такой: ну, в смысле, я бы в костюме пирата, вот, и мы бы с другими мужчинами в костюмах пиратах. Ну и, короче, да, в детстве я мечтал стать пидором. Вот что я понял. Когда я был маленький, я хотел стать геем. В детстве такого не поймешь. Все же знают, что надо уступать дорогу девочкам. В дверях там, правильно? Не такая плохая реакция. Я когда первый раз эту шутку рассказывал в Ярославле, я сказал: все же знают, что надо уступать дорогу девочкам, и кто-то с первого ряда такой: блядь. Ну, типа, не для того мы здесь в Ярославле женщин веками пиздили, для того, чтобы приезжали всякие и рассказывали нам, что с ними делать. Но меня, короче, в детстве так научили, и я всю жизнь уступал дорогу девочкам. И не знал, что будет, если не уступить. А недавно жизнь мне показала. Представляете, дело в том, что я выходил из кабинки туалета в торговом центре, и там такой узкий коридор, и я выхожу, и она идет навстречу. И я уже не могу ее пропустить. Мне для этого надо назад сесть на унитаз, сказать: ну ладно, заходите, я интеллигентный. И поэтому я просто стою и жду, как она назад сдаст, там, прижмется к стене, что-нибудь. Она, знаете, как вышла из ситуации? Она ударилась лицом мне в грудь. Просто продолжила идти, представляете? Просто вперед. Я потом стоял и думал: неужели мы так долго пропускали женщин, что они нахуй перестали считать нас за людей и просто идут типа в своем направлении, знаете? Ну, типа, мужики разойдутся, мне примерно туда, домов, даст бог, не попадется, я к вечеру буду где хотел. А потом я подумал: а может наоборот? Может, дело не в том, что мы долго уступали им дорогу, и они обнаглели. Может, дело в том, что мы изначально начали уступать им дорогу, потому что они, блядь, врезались в людей. Знаете, в те далекие времена, когда еще некоторые женщины после дождя срывали с мужчин камзолы и бросали в лужи себе под ноги, чтобы перейти на другую сторону дороги. Потом уже мужики, чтобы их не унижали перед другими мужиками, сами стали вперед это делать. Знаете, в те далекие времена, когда мужчина иногда приходил в гости и такой: погодите, а где моя жена?
Блять, бьется в дверь с другой стороны. Забыл открыть дверь. Ребят, не забывайте открывать женщинам двери. У меня так сестра замерзла насмерть в прошлом году в метель на улице. Я сейчас ни в коем случае не хотел обидеть девчонок. Я почему вообще поднял эту тему? Потому что я вдруг заметил, что есть огромное количество правил этикета, и ни одного правила этикета направленного на мужчин. Реально, задумайтесь, для женщин огромное количество. Там нельзя спрашивать, сколько лет, там, открывайте двери, нельзя женщин бить. Не уверен, что это этикет, но тоже хорошая штука, правда? А для мужчин ни одного, вообще ни одного, прикиньте. Мне однажды кто-то крикнул из зала: мужчина в лифт первый заходит. Ну так это для того, чтобы умер мужчина, а не женщина. Вот что это за правила этикета. Я подумал, обидно как, хоть бы одно какое-нибудь. То есть, прикиньте, мы много лет такие, как правильно с ними обращаться, еще что-то. И никто ни разу не подумал. Хоть бы одно какое-нибудь. Ну, не знаю, там, чувствуешь, что заебало, заткнись. И все, достаточно. Не знаю, это моя любимая шутка. Не знаю, что вам не так. Мне очень нравится. Что, неловко смеяться из-за того, что ты с женой, или тебе шутка не понравилась? Скажи-ка мне, пожалуйста, дружище. Я понял. В чем разбираться в этой ситуации, намного легче прикинуться немым. Все здорово, отлично. Так просто придется объяснить ей, почему ты немой был на концерте, а так будет много проблем. Я понимаю, опытный человек. Давно вы вместе, да, уже? Так я не с тобой и разговаривал. Глупость какая. Ребят, на самом деле, замечал уже много раз, что пока рассказываю этот блог, нет-нет, да 2-3 девочки в зале напряжется. Я ни в коем случае не хотел никого обидеть. Я, наоборот, за время своих отношений, за последние 5 лет, я целиком переосмыслил, знаете, суть отношений между мужчиной и женщиной. Я даже теорию эволюции переосмыслил. Смотрите, все же знают теорию большого пальца. Вот этого, большого пальца. Есть теория эволюции Дарвина, что обезьяна превратилась в человека. А почему именно обезьяна? Потому что у обезьяны у первой появился противопоставленный большой палец. Она смогла брать в руки всякие предметы, использовать их как орудие и начала развиваться. Слушай, а тебе можно прям Дарвина читать, тебя тоже разъебывать будет. Не обязательно ходить шутки про это слушать. Поняли, да? Обезьяна взяла палку, первая, начала использовать ее как орудие и, собственно, начала развиваться. И я подумал, замечательная теория, очень похожа на правду. Но вот только мне кажется, что дело вообще не в палке. Мне кажется, что у обезьяны, у первой из всех животных появился противопоставленный палец, и она первая из всего животного мира смогла нормально подрочить. Вот. Я понимаю, пока звучит как прикол, но послушайте аргументы, это серьезная теория. Вот. Смотрите, давайте разбираться. Как устроен животный мир? Как он был всегда устроен? Миллионы лет до появления человека, как он устроен до сих пор? Чем заняты самцы, когда они сытые, выспавшиеся? Чем заняты все самцы? Ищут, где потрахаться. Трахаются, это уж ты лишку хватил, но ищут, где потрахаться. Все правильно. И, да, они ищут, где потрахаться, и заняты этим почти все время. Они бегают за самками, они очень редко трахаются, из-за этого еще больше хотят трахаться. Они и так сильно хотели трахаться, они самцы и это уже ни для кого не секрет. Девчонки, перестаньте говорить, тебе от меня нужен только секс. Если вам хоть раз бы попался честный парень, вы бы ему сказали, тебе от меня нужен только секс, он бы сказал, и секс. Все. Ты уже сказала про секс, извини, я отвлекся, думал, как бы тебя выбыть. Такой склад ума. Поэтому они хотят секса, бегают за самками, все время бегают за самками. Чем в это время заняты самки? Стараются сделать так, чтобы их не выебали. Хотя бы не на глазах у детей. Хотя бы не этот незнакомый ублюдок из леса, который выбежал. Очень логично. Я в этом плане тоже бы так делал. Я бы тоже убегал, потому что, что это такое? И самец и так выглядит, когда хочет сильно трахаться, и даже человеческий.
И прикиньте, даже мы иногда не можем договориться на секс с женщинами, а мы говорить друг с другом умеют. А животные даже говорить друг с другом не умеют. Они что-то там кривляются, танцуют друг перед другом. Братан, вот прикинь, как нужно перед незнакомой бабой станцевать, чтобы она тебе дала сразу после этого. Это же невозможно фактически. И, конечно, они все время от них убегают, а самцы за ними бегают. И они миллионы лет бегают по кругу. И вдруг посреди этой гонки у самца впервые появляется противопоставленный средний большой палец. И он впервые нормально дрочит. И сразу же после этого самец такой: блядь. Что-то, блядь, за животное такое. Как перед самкой, перед этой неловко. Ладно, все, проехали, соберись. Так, что тут у нас происходит? Что, дождь собирается? Бля, надо бы дом себе построить. Ну, и обезьяна строит дом. Ну, потому что у нее появилось свободное время. Она не знает. Я уверен, что все великие открытия, все изобретения, все происходило в первые час-два после дрочки. Я уверен. Но это именно то самое время, когда тебе становится интересно там, а как это у нас гравитация, блядь, устроена? Пойду-ка я посмотрю. Так-то плевать вообще абсолютно. Он строит дом. В этот момент самка видит, что обезьяна живет в доме, и такая: дом? Бля, я тоже хочу в дом. Не, я, конечно, понимаю, меня там внутри сейчас, скорее всего, выебут, я понимаю, да. Но теперь я хотя бы понимаю, за что, да? Дети, я готова на это ради вас. Готова на это ради вас, мы идем в дом. И все, с этого момента самец и самка живут вместе в доме. А мне кажется, что это и есть двигатель эволюции. Реально, только так, потому что, давайте честно, чем занят самец все свободное время, когда он, считайте, сыт, выспался, одет, потрахался, чем занят самец? Он такой сидит, вот. Ну, потому что все заебись, куда идти? Я только хуже сделаю, если пойду куда-то. Я сижу от греха подальше. Если что-то пойдет не так, он встанет, там, не знаю, там, оп, пуля, я пошел в больницу. А тут он больше не может сидеть. Рядом с ним живет самка социально активна, она все время такая: бля, ты видел, что происходит? Ты видел вообще, чем все занимаются? Там все развиваются, построили какие-то города, деньги придумали, и все теперь торгуют, и я бы тоже хотел, чтобы мы торговали. Чем мы единственные не торгуем? Давай-ка мы тоже найдем кучу денег и тоже будем со всеми торговать. Вот я так хочу. И самец такой: бля, слушай, а если у нас будет очень много денег? Ты отъебешься, и я продолжу сидеть? Я правильно понимаю динамику развития наших отношений? Она такая: да-да-да. Она, конечно, не отъебется, мы все это знаем, но самец доверчивый. И все, замечательно. И в этом плане я уверен, что самцы разводят 99% своей деятельности разводят исключительно ради самок. Я в этом плане, знаете, немножечко никогда не понимал современных феминисток в классическом понимании, в том виде, в котором они присутствуют в интернете. Потому что мне всегда нравились сами идеи феминизма. Я думал, типа, молодцы, девчонки, давайте там боремся за свои права, там диваны по двору таскаем. Не знаю, чем феминистки занимаются там. Валер, выходи гулять. Свои какие-то у них дела. Знаете, мне всегда было немножко жалко девчонок, которые совсем молодые и очень искренне относятся ко всем этим идеям, посвящают свою жизнь, потому что они злятся. Я прям видел, они пыхтят, для них это очень важная тема. А проблема в том, что просто невозможно доказать всем идеи феминизма. У нас есть поколение людей, которым 40, 50, 60 лет, которые выросли вообще в других реалиях. Люди, которые росли... Ну вот прикиньте, как раньше росли люди в соответствии с нашими традиционными российскими укладами общества. Ты родился, тебе говорят сразу: так, братан, девочек бить нельзя, все, иди в школу пришел, братан, девочкам там надо помогать, портфели им носить. Есть 2 мальчика парты на 7-й этаж нести? У меня очень высокая школа, я что-то ебанул. Я учился в башне, вот.
Ну, неважно, есть два мальчика, парты на 7-й этаж, отнести, все замечательно, замечательно. Так, мальчики, заканчиваем школу и идем в армию, потому что кроме вас некому защищать женщин и детей. Вы идете в армию, защищаете женщин и детей, вернулись из армии, заебись, потому что тут без вас было некому кормить женщин и детей. Давайте кормим женщин и детей. Дети выросли и ушли, но ничего страшного, можно кормить свою старую жену, ты ее кормишь, а когда чувствуешь, что скоро умрешь, ты берешь доски и начинаешь строить огромный корабль. И когда корабль готов, ты сажаешь туда жену, и она уплывает в женотопию, в страну, где все жены всегда счастливы и никогда не умирают. И теперь представьте, что один из этих мужичков старых достраивает свой ебаный корабль. Он все, что делал всю жизнь, это строил свой ебучий корабль, чтобы посадить туда жену. И в этот момент к нему сзади подходит 17-летняя девочка и такая: извините, пожалуйста. Извините, ради бога, что отвлекаю. Я вижу, вы очень заняты. Я буквально одну секундочку. Просто хотел вам сказать, что мужчины и женщины равны. Всего доброго, занимайтесь своими делами, занимайтесь. И, конечно, он стоит и такой: так меня наебывали. Всю мою жизнь меня наебывали. Все это время мы были равны. Я мог просто ходить по площадям, бить женщин и забирать их предметы. Вот на что я мог потратить свою жизнь. У них никогда не уложится это в голове. Никогда не уложится. Но есть и обратные стороны. Я согласен, что некоторые вещи действительно несправедливые. Мне вот, например, знаете, всегда очень бесило, что невозможно узнать, девственник ли парень. Ну, серьезно, у девчонок легко выяснить, и поэтому все время за девчонками следят, как они там. А у парней никак не выяснишь, поэтому все парни класса с 6-го уже ебались 1000 раз. Я всех своих знакомых выебал, кого знал я. Вообще, знаете, удивительно, но у парней лет с 14 лет до 20 у них снижается количество половых партнеров. Ну, потому что ты взрослеешь и понимаешь: нет, 300 я ебанул, неправдоподобно. Никто в такое не поверит. 273 раза я трахался, пацаны. Потихонечку снижаешь. Ну и короче, оказывается, ребят, есть способ выяснить, девственник ли ваш парень. Извините, если кому-то сейчас что-то испорчу, какую-то легенду, но, в общем, смотрите. Если ваш парень девственник, то первый раз, когда он засовывает пальцы к вам в вагину, прости, дружище, что в глаза тебя посмотрел ради бога. Идиотская ситуация. А с другой стороны, что мы с тобой как дети? Давай уже пройдем через это вместе, и все. Мотай на ус, дружище. Если твой парень девственник, то первый раз, когда он засовывает пальцы тебе в вагину, прости господи, это со стороны будет выглядеть вот так. Кажется, я люблю члены. Ладно, ребят, я все понимаю, многим сейчас тяжело, я понимаю. Мне тоже нелегко каждый раз после этой шутки. Но если вас когда-нибудь спросят, пожалуйста, кто-нибудь спросит вас, где вы видели самую мерзкую шутку в 2019-м, вспомните обо мне, ладно? Вспомните этот момент. Я недавно буквально размышлял о лесбиянках. Я женат год, я могу себе такое позволить. С утра кружечка кофе, подумать о лесбиянках. И я подумал, вот нелогично, вот особенно, понятно, девочки любят девочек, я тоже люблю девочек, это все ясно. Я просто к тому, что лесбийский секс, это же глупость какая-то, правильно? Ну кто такое придумал? Это же идиотизм с точки зрения геометрии, с точки зрения механики. Ну вот прикиньте, если бы люди в Древнем Риме пришли выбивать ворота крепости с воротами от другой крепости, знаете? Пришли, стоят, шлепают воротами в ворота. На стенах всем неловко, пиздец. Все такие... Мы думали, штурм будет. Геи более логичные. Более мерзкие, я согласен, но более логичные. У геев нет такого, что они, знаете, будто разбивают таран посреди поля другим тараном. Нет, они такие, они будто
тащат таран в крепость через секретный подземный ход. Вот. Будто задумали выбить ворота изнутри, знаете? Ладно, ребят, не переживайте, нельзя в любую крепость припереться своим тараном, не волнуйтесь. Да? Для этого надо, чтобы в крепости изначально, знаете, был какой-то гадкий предатель, маркиз с такими длинными усами. Слишком подробно описал, приснится эта хуйня теперь. Ладно, все, давайте назад от лесбиянок к теме сольника. Мне вместе с женой досталось, уже почти 6 лет назад это было, мне вместе с женой досталась еще и собака. И собака досталась мне сразу 10-летняя. Ну и, собственно, я очень люблю собак. Ну, всех, кроме лабрадоров, само собой. Лабрадоры полная хуйня. Ой. Кто-то цокает. Кто-то за лабрадоров? Че такое? Кто? Вы ебанулись? У тебя лабрадор? Выброси эту тварь на улицу. Ну ты видел лабрадоров? Ты видел, как они выглядят? Они что-то, я не знаю, каждый раз смотришь на него, он сидит весь, лоснится, дышит, развивается. Хотя, блядь, даже ветра нихуя не было. Я не знаю, я не верю никогда, что какое-то по-настоящему хорошее существо будет вот так из шкуры вон лезть, чтобы выглядеть так хорошо, знаете? Я уверен, что у всех лабрадоров за душой какая-то есть гадкая хуйня, гадкая, мерзкая. Лабрадоры снимают детское порно, вот. Если кто-то сомневается, в следующий раз увидите, как лабрадор играет с детьми, просто дождитесь, пока он начнет делать им массаж, вот, и поймете, о чем я говорю. Я люблю собак, и как бы, что делать с собакой? Надо там гулять, любить ее, там, целовать, не знаю. Но это 10-летняя собака. И глупо делать вид, что у тебя появилась новая 10-летняя собака. Знаете, даже друзьям не расскажут, что у тебя собака появилась, потому что они к тебе потом придут, скажут: Лех, мы думали, у тебя живая собака, это что такое? У меня же такая дома тоже есть, я же тебя не зову из-за этого, правильно? И я очень долго не пытался сделать вид, что это не моя собака, и она просто здесь ходит. Но, естественно, за 5 лет я к ней привык, потому что гулял с ней, ухаживал за ней, и она умерла. Вот, вот что она сделала. И после этого... Ой, нет, знаете, давайте вернемся на секунду назад, пока не забыл. Я просто недавно нашел паспорт собаки, и взял на нее кредит. Ладно, извините. Короче, нашел паспорт собаки и увидел, там написано родословно, и написано, как зовут ее родителей. И чтобы вы понимали, мою собаку зовут Дуся. Ну, ее так называла моя жена, когда была еще девочкой маленькой. Так вот, оказалось, что родителей Дуси, маму зовут Тресси де ля Фон Нуар. А отца зовут, внимание, Фредерико из Ноттингенхайма. А потом пришла моя жена и такая: ты, блядь, Дусей будешь. Ясно? Прикиньте, пришла, раскулачила собаку. Как вам такое? Она умерла, я думаю, в любой момент могут позвонить в дверь, открываю, там дохуя собак в доспехах. У них пришли за телом императора, знаете. Но у меня вот, почему я об этом вам начал рассказывать, у меня внутренний диссонанс возник. Дело в том, что я эту собаку в результате все равно очень полюбил и ухаживал за ней. Но сейчас уже никто не вспоминает о том, что первый раз, когда привезли мне эту собаку домой, в первый день, она сожрала мою черепаху. Вот. Да, ничего вообще, ужасный день был, ничего не осталось. Знаете, остались только забавные рентгеновские снимки. Вот что осталось после этого случая. И для меня сейчас очень дико, я вспоминаю и думаю, то есть она сожрала твою черепаху, а ты после этого еще 5 лет за ней ухаживал, водил ее гулять. Ну, то есть, знаете, выглядит как какой-то дикий, ублюдский конкурс питомцев Алексея Квашонкина, где надо захуячить моего предыдущего питомца, чтобы стать моим следующим. Я хочу себе самое сильное домашнее животное. Такса тоже, кстати, не своей смертью умерла. Это... У меня теперь дома живет кавказец. Вы же все про собаку подумали, правильно? Все подумали про собаку, вот. Что? Расист. Ой, как здорово, что я теперь на тебя все это сбагриваю. До этого я был расист, а теперь ты. Был более гуманный способ выяснять, какое животное круче. Раньше по Discovery была такая передача, там что-то «Битва зверей». У них был огромный суперкомпьютер, и они туда загружали информацию о 2 животных.
Типа там сила, ловкость, размер. Потом проводили 1000 компьютерных боев и выясняли, какое животное сильнее. Ну, понимаете, там типа ягуар победил 750 раз, крот 250. Ну, дохуя для крота, ладно, давайте переделаю, давайте нормально. Ягуар победил 998 раз, крот 2 раза. Все равно дохуя, да? Все равно много. Ну, давайте там 2 инсульта у ягуаров, случайные смерти. Ну и, короче, понятно, ягуар сильнее, и они так выясняли. И я после этого, когда последний раз наткнулся на эту передачу, я подумал, какая клевая машина. Вот прикиньте, сейчас в Москве, вместо всех этих замесов на площадях, мы с вами бы просто взяли эту машину, положили бы туда всю информацию про Путина, ну, типа там сила, ловкость, размер, вот это все, всю информацию про Навального туда же. Дальше машина проводит 1000 компьютерных боев. Ну, естественно, Путин выигрывает. Ну, согласитесь, Путин по-любому выигрывает. Путин, он, блядь, каратист, самбист, ныряльщик, паркурщик, блядь. Я вообще, знаете, что меня пугает? Я смотрю на Путина, и я заметил, что у него есть весь спектр навыков очень крутого тинейджера. Вот, он умеет по чуть-чуть все крутые штуки. Будто клеит 18-летнюю тёлку. Вот так это выглядит. Хочешь Крым? Ну, вы поняли. Ну, а Навальный, он кто такой? Навальный юрист, профессиональный юрист в России. Пошел нахуй Навальный. Все, закончили. Путин побеждает Навального. И дальше мы в эту же самую машину закладываем Путина, на этот раз против Гризли. Вот. Ну, уже чисто посмотреть. Ну, вдруг, если Путин победит Гризли, блядь, то не только вся нефть Путина, но еще и весь мед, малина, лосось, все принадлежит Путину, все. Я тут недавно написал политическую шутку, и когда-нибудь я напишу такую политическую шутку, перед которой не придется предупреждать, что она политическая, но пока слушайте, какая есть. Вот. Вы когда-нибудь обращали внимание, с какими интонациями разговаривают курицы между собой? Нет? Молодой человек, вы когда-нибудь наблюдали за курами? Серьезно? Ни разу в жизни за курами не... Ну, блин, кто-то кур видел? Молодой человек, здрасте. Как по-вашему говорят куры? Спасибо, спасибо. Так и есть, так и есть. Но я как бы хороший тембр, но я имел в виду интонации. Я вдруг просто заметил, что курицы всегда говорят с абсолютно одинаковой интонацией. Они всегда такие... Куда? Так. Куда? Так. Куда? Так. Куда? Так. Куда? Так. Куда? Так. Замечаете? Вы замечаете? Курица будто бы делает вначале какое-то провокационное политическое заявление, но потом не находит никакой поддержки среди других кур и начинает потихоньку затыкаться. Ну вот смотрите. Вор. Путин вор. Пенсия падает, безработица растет. Почему никто не поддерживает? Почему всем насрать? Заткну-ка я ебала. Спасибо вам, ребята. Но когда я рассказываю эту шутку, я вижу, что многие смеются, а некоторые смотрят непонимающе. И когда-нибудь я напишу такую политическую шутку, которую не придется объяснять после того, как я ее рассказываю. Но пока слушайте. Как я задумывал? Я задумывал, что курицы – это как бы наше с вами общество. Вот. А Юра Дудь. Ну все, достаточно разжевал шутку, сами доделаете там, сами доделаете. У меня сейчас беременна жена, она уже на 9-м месяце. Ксюнечка, это тебе, мне это все очень легко далось, просто...
Без проблем. Беременная жена на 9-м месяце, и я, конечно, охуел от того, насколько все по-другому, не так, как ты себе все это всю жизнь представляешь. Не будем сейчас уже говорить как бы про сложности беременности, хотя их много. Я вот заметил как бы... Сначала я начал думать, что странно, что все начинают потихонечку считать мою жену тупой. Без обид. Но вот знаете, была ситуация, она недавно разбила градусник, и я говорю, не надо самой ползать беременной и собирать ртуть, вызови МЧС, они приедут и уберут все, они так делают. Она вызвала и звонит мне, говорит, слушай, тут еще собака бегала везде, как думаешь, может, собака тоже в ртути? Я такой, слушай, ну не знаю, спроси у МЧСовцев. И слышу по телефону, она идет к МЧСовцам, подходит и говорит, мне собаку помыть? Вот. И МЧСовец такой... Хотите, помойте. Ну, понимаете, будто она ёбнулась, будто она такая, нет уж, лучше яйца отварю. И пошла заниматься своими делами. Но потом я прочитал, что у беременных у них реально вырабатывается очень много гормона окситоцина. Он попадает в мозг, и они реально тупеют. И я рассказал об этом жене, и она мне такая... Блядь. Но на самом деле некоторые моменты очень волнительные, и я какие-то вещи для себя прям переосознал. Знаете, когда ты первый раз начинаешь понимать, что там внутри живой человек. Когда ты первый раз сидишь, смотришь телевизор, и из живота высовывается какая-то часть тела, начинает выпирать, первый раз ты такой... Стараешься сделать вид, что ничего не происходит необычного, что все нормально, но когда ты начинаешь видеть все это, вот типа взял, начал расти внутри человек, я, первый раз в жизни понял, почему нам так все эти годы было сложно разводить девушек на секс. В школе, после школы, в институте. Ну потому что давайте задумаемся. Вот смотри, братан, если вдруг ты с кем-то потрахался, что самое может быть неприятное, что случится? Много может быть неприятных ситуаций. Какие-то болезни, может быть, какие-то нежелательные беременности, алименты, может быть, даже несчастная жизнь после этого. Всякое может быть. Но нет ни одного шанса, что после того, как ты потрахаешься, внутри тебя начнет расти незнакомый мужичок, после этого разорвет тебя снаружи, снизу, выйдет и пойдет, блядь, заниматься своими делами. И я когда первый раз это представил, я думаю, господи, боже, все понятно. Просто девочки не умеют объяснять ничего. Это же очень ясно. Просто когда к тебе подходит парень на дискотеке и начинает, что, может, поебемся? Просто надо сказать ему, братан, ты «Чужого» смотрел? Смотрел, блядь? Вот и иди отсюда нахуй, не порти мне вечер, блядь. Тяжело переоценить это на самом деле, очень какое-то, не знаю, супер важное, реально какое-то волшебство. Реально, Гарри Поттер бы охуел. Я когда за этим всем наблюдаю, я прям в шоке. И недавно, после всех этих размышлений, я вдруг понял, в чем состоит баланс мира. Всегда нам говорили, женщины рожают детей, девочки, только девочки умеют рожать детей. Что-то в этом не хватает, да? Мужчины тоже зачем-то нужны. Смотрите, что я недавно понял. Недавно с утра проснулся, вышел на кухню в очень плохом настроении. В очень плохом. Ну так, утро было такое. И у меня вдруг встал член, вот. Просто потому что утро. Это просто утро. Ребят, у кого утром такого не происходит? Похлопайте. Рад за ваше здоровье. Вот, ну, правда, все такое происходит по утрам. Более того, я вам сказал, у меня было плохое настроение. Грустному человеку не очень идет вставший член. Это странно выглядит со стороны. Но вы такое можете увидеть с утра. Не знаю, там, плачущего мужчину со вставшим членом. Всякие такие дебильные ситуации. И я стоял и думал, блин, как странно, что с утра, в каком бы настроении ты ни был, о чем бы ты ни думал, что бы ни происходило, каких бы политических взглядов ты не был, какой бы религии, у тебя в любом случае встанет член утром. И потом я подумал, секундочку, кем бы ты ни был, в любом случае. То есть правильно я понимаю, что сейчас утром, когда все просыпаются, в моем доме
огромное количество вставших членов. Я не один, весь мой дом, во всех квартирах стоят члены. Да бог с ним, с моим домом, блядь, в моем городе огромное количество вставших членов. Да, блядь, давайте мыслить шире. Мы сейчас с вами в часовом поясе вставших членов. Весь часовой пояс встал. И более того, когда часовой пояс начнет проходить, и члены начнут укладываться, они начнут вставать в следующем часовом поясе. И таким образом я как бы отдалил Землю в воображении и понял, что члены, они пускают волну вокруг Земли. Они... Одну длинную непрерывную волну, представляете? Как фанаты на стадионе вскакивают, приветствуя свою команду. Непрерывно, миллиарды лет, бесконечный танец членов вокруг планеты. И меня так поразила эта мысль, и я стоял, смотрел на этот как бы в воображении, на этот земной шар, смотрел, как члены пускают волну вокруг планеты, и глядя на это, вдруг подумал, блядь, а не поэтому ли Земля крутится? Вы задумайтесь, они же создают как бы кинетическую энергию, они все время подкручивают Землю. Это, ну, они как бы так резко встают и медленно ложатся, как разворачивать себя на офисном стуле при помощи плеч. Понимаете, да, механик? Все время. И я понял, вот как женщины рожают, мужчины крутят Землю. Мы нужны друг другу. Нужны друг другу, чтобы продолжать существовать. Но, конечно, я на этом не остановился. Потому что главный вопрос в наших жизнях какой? Почему? Почему так? Я вдруг понял, да, члены встают часовыми поясами. Всегда. Но что происходит? И сейчас мне нужно ваше все геометрическое мышление. Смотрите, как я это себе представил. Планета вращается с запада на восток, правильно? Грубо говоря, вставшие члены идут к нам из Владивостока. Сначала во Владивостоке, потом Сибирь, Урал, потом Москва. А планета вращается навстречу этому движению. Таким образом, получается, что вставшие члены всегда направлены в какую-то конкретную космическую сторону. Понимаете? То есть, если утром, когда у всех стоят члены, вы встанете и посмотрите вот так вот в небо, это и будет то направление, в сторону которого все члены встают, когда Земля поворачивается этим местом. То есть, прикиньте, есть там что-то в космосе такое, что заставляет все члены вставать. Не знаю, может, какая-то огромная черная дыра? Не поняли метафору? Я имел в виду гигантскую космическую пизду. У меня на этом все, ребят. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли. Очень-очень приятно. Я больше жизни вас люблю. Увидимся. Всем пока.